и барышников, и бабуля, и дантист. Мне кажется, они друг другу не мешают. Если есть возможность работать головой, нужно работать головой. Кто попробовал, тот не может отказаться. Я не жду от вас какой-то батман или огромный прыжок. Совершенству нет предела. Сейчас слезы пускать или ногу тянуть. В конце концов, лысеть начинаешь. Как это сделать эстетично и красиво? Придя в Россию в начале нулевых, балет для взрослых любителей за пару десятилетий из курьеза, над которым снисходительно посмеивались профессионалы, превратился в часть хореографического мира, которую нельзя не замечать и с которой невозможно не считаться. Сейчас в расписании каждой уважающей себя районной студии непременно найдутся уроки классического танца. Причем в рекламе и на сайте обязательно будет сделан акцент на том, что ваши физические данные и танцевальный опыт не имеют никакого значения. Я вижу в этом любопытнейший парадокс. Задумайтесь, насколько противоречиво словосочетание «балет для всех». Чтобы попасть в профессию, дети проходят многоступенчатый строжайший отбор, где их оценивают в первую очередь по физическим данным. В течение многих лет обучения ряды будущих артистов также редеют. Их безжалостно отчисляют за несоответствие стандартам. Так что же получается? Балет для всех, он какой-то неправильный? А это вообще балет? Это один из вопросов, которые я задавала нашим сегодняшним героям. Давайте познакомимся с ними. Ангелина, выпускница МГИМО, работает в сфере глобальных партнерств и пиар в IT. Яна, модель и мама 2 сыновей. Юля, выпускница МГИМО, экономист, работает в сфере финтех в Лондоне. Илья Кузнецов, выпускник МАХУ, артист балета, в прошлом педагог МГАХ и ОРБ имени Вагановой, исследователь педагогики балета, кандидат наук, основатель школы Dance Secret. Виктория Костина, в прошлом артистка Новосибирского театра оперы и балета, выпускница ГИТИСа по специальности режиссер-хореограф, преподает в студии МРТ. Вместе мы попробуем разобраться в феномене балета для всех. Должна предупредить, что у этого видео есть побочный эффект. Скорее всего, после просмотра вам захочется сходить на балетный класс. Если что, я вас предупреждала. Как вы для самих себя разрешаете эстетическую дилемму и противоречие, скрытое в словосочетании «балет для всех»? Удовольствие от урока классического танца никак не основано на том, что ты видишь в зеркале. Конечно, рядом есть всегда Захарова, Цискоридзе, Сильви Гиллем, все эти идеальные формы, но они не должны тебя останавливать, чувствовать то же самое. Вот чувствование музыки своим телом – это и есть самое главное. Как я могу все равно с этим работать, как я могу что-то сделать красиво с теми данными, которые у меня есть? Вообще, чем отличается, путь профессионала от любителя? Вот профессионал – это такая хорошо изложенная поэма. Любительский балет – это про дневник, про личный дневник, где каждый пишет свою собственную историю. И именно от тебя зависит то, какой будет эта история. Осознанный любитель прекрасно понимает, что уровень балета, который они показывают, это другой уровень, и он не сравнится с профессионалами. У профессионалов всегда будет свой зритель. Любительский балет никогда не будет конкурировать с профессионалами. Это две ниши, прекрасно существующие, параллельно идущие, они не пересекаются. Мне кажется, они друг другу не мешают. Например, соотнести, есть там великие оперные певцы, да, и еще есть миллиарды людей, кто просто любит петь. И кто-то поет хорошо, а кто-то поет не очень хорошо, но очень любит, да, то есть кто-то это делает в душе, кто-то в караоке, а кто-то может и концерт собрать, да. У меня немножко другой взгляд на вещи здесь, в Англии. Зная, как работают любители в России, и зная, какие возможности есть в Англии, какие правила, многие любители, они бы могли стать профессионалами, если бы они занимались побольше, то есть требования меньше и возможностей больше. Но в России реалии таковы, что балет – это про то, что ты занимаешься им с детства, ты занимаешься всю жизнь. Расскажите, пожалуйста, почему, имея возможность работать с профессионалами в лучших школах и театрах, вы выбираете любителей? В чем преимущество этой аудитории? Дело в том, что если в классе один мальчик, который хочет по-настоящему искренне стать артистом балета, ты как педагог счастливец. Тебя Бог любит, прям поцеловал.
Потому что в основном это просто стечение обстоятельств, это родители отдали детей. И ты не столько объясняешь им, как надо что-то делать, ты не столько их учишь технике, сколько ты занимаешься вдохновлением. Ты отдаешь самого себя для того, чтобы они научились преодолевать эти неестественные физические нагрузки. А вот этот героизм или обучение героизму, это дорого стоит самому педагогу. И когда ты на улице потом встречаешь, и те, кто добились успеха, они с тобой здороваются, они тебя рады видеть и благодарны. Но таких мало, мало кто добивается успеха. И в основном они переходят на другую сторону улицы и не хотят тебя знать. И совсем другая история здесь. Люди уже пришли, и они достаточно мотивированы, и они достаточно смелые, и они уже ничего не боятся, они уже допускают то, как они выглядят, и они хотят от тебя: помоги мне, помоги, научи, сделай так, чтобы у меня получалось. И когда человек с этими ясными, определенными, точными, кристально чистыми вопросами к тебе обращается, смотрит в глаза, это бесценно. К тому же я для себя поняла, что мы в любительских школах воспитываем настоящего зрителя, который умеет смотреть классический балет. Для меня это очень важно. Я всегда, когда смотрю спектакль, я очень четко для себя понимаю, что стоит за вот этой красотой, за филигранной техникой, да, то есть сколько труда в это вложено. Мне кажется, именно в этом и прелесть вот этого балета для взрослых. У любого желающего есть настоящая возможность прикоснуться к вот этому закулисному миру, да, миру искусства и прочувствовать, как это на самом деле. Есть ли у вас какие-то детские воспоминания, связанные с балетом? Может быть, первый поход в театр, который произвел на вас большое впечатление? У нас была одноклассница, которая занималась балетом. Серьезно, она была очень красивая девочка, огромные глаза, все ресницы, там пучок. Все дети как дети, а она фея, она была очень серьезная, всегда немногословная. И было от нее такое ощущение, как будто она взрослее остальных, как будто вот что-то знает, чего не знаем мы. На всех праздниках ее просили, значит, выступить во всех этих там платьях, пачках. Я все время этим восторгалась. Мне очень хотелось попасть в этот мир. Всю свою сознательную жизнь, сколько себя помню, я всегда занималась балетом. Особо не было вариантов, потому что у меня все в семье были связаны с классическим танцем, с хореографией. У меня мама окончила хореографическое училище, и бабушка тоже занималась танцами. Меня привели в класс, и я с первых же занятий полюбила. Никогда не было такого, что мне было неинтересно. Балет всегда ассоциировался с такой легкостью, воздухом, со свободой. У меня есть воспоминания о том, как я сходила первый раз на балет в Национальный Рижский театр. Это была «Жизель». Это был очень странный выбор. То есть, мне кажется, это довольно сложный спектакль для ребенка. Я вообще не понимала, что происходит, почему она вдруг умерла, что с ней вообще случилось. Я это просто посмотрела, как красивые тети, которые летают по сцене. Бабушка меня впервые привела в Большой театр. Да, это был, конечно же, спектакль «Лебединое озеро», да, на музыку бессменного Петра Ильича Чайковского. И в партии Адетта Адилия была Светлана Захарова. И был потом не только Большой, и мы, спасибо им, много ездили и за рубеж, и была и парижская тоже опера. И, видимо, вот так постепенно они мне привили любовь не только к балету, но и к искусству в целом. Ангелина, ты никогда не жалела, что не пошла в профессию, не стала балериной, как мама? Она мне всегда говорила, что если есть возможность работать головой, нужно работать головой. И тут я бы тоже сказала, что вариантов не было. То есть она, наверное, как никто другой, прошедший вот этот путь творческого артиста, знала, о чем говорила, знала, что советовала, и я ей за это очень благодарна, потому что хобби никто не отменял. Сейчас балет и профессия прекрасно сосуществуют вместе, мне вообще ничего не мешает заниматься и одним, и другим, и вроде даже неплохо заниматься, как мне кажется, поэтому есть в этом определенная рацио. Как вы оказались на своем первом занятии? Я занималась спортивно-бальными танцами профессионально. Танцевала одиночно, потому что не могли найти пару, и это как раз стало причиной ухода из спорта. В 15 лет я посмотрела сериал, который на самом деле очень многие балетные профессионалы не любят. Он артхаусный, называется «Плоть и кости», «Flesh and Bones». И плюс этого сериала в том, что там танцуют настоящие балетные артисты.
И мне настолько понравилась хореография, мне настолько понравилась их пластика, что, несмотря на все ужасы, которые там показываются, я посмотрела и подумала: о, я хочу этим заниматься. На балет меня занес буквально случай. У меня была съемка, я работала моделью. Всегда валяется какой-то реквизит в фотостудии, да? И я нашла пуанты. Они прям подошли мне по размеру. Отскакала там 3 часа на пуантах, никогда в жизни вообще к ним не прикасаясь, никогда не видела, вообще никогда не танцевала. Мне так это дело понравилось. Но я не знала, что существуют какие-то группы, там, балет для взрослых. Но потом я родила, надо как-то себя приводить, значит, в форму. Пошла в качалку качать железо, это все долго, скучно, вообще это не про меня и не вписывается в мою там картину прекрасного. Я столкнулась с групповым занятием в фитнес-клубе, то что боди-балет. Там вела балерина, и меня как-то жизнь свела с потрясающими педагогами. Да, то есть это не просто вот ты ходишь, ты не знаешь людей, там, они не знают, как тебя зовут, да, то есть у нас сразу произошло такое какое-то тесное знакомство. Очень интересные все учителя, это все были такие люди в возрасте, еще такая старая школа. То есть я хожу уже за педагогами. Условно говоря, все люди делятся на 2 категории. Те, кто любит монотонную физическую нагрузку, ну, условно фитнес, да, и те, кто любит такую, где надо задумываться, где есть творческий элемент. Вот очень важно, чтобы в балете и вообще в классическом танце был наставник. Довольно долго смотрела видео про вот балетную школу, куда я сейчас хожу, и мне очень импонировал стиль подачи материала, объяснения, да, Ильи Леонидовича. Никогда не знаешь, что будет сегодня на классе, и меня это очень подкупает, потому что я люблю вот это разнообразие, мне нравятся там, новые комбинации. Я человек, который быстро схватывает, и, честно говоря, когда из раза в раз они повторяются, ну, мне не так интересно. Я всегда вот люблю что-то новое, где-то чуть попробовать, да, вот мне нравится экспериментировать. Как-то было сразу вот такое чувство, что это оно, что вот нужно пойти, и вот именно он сможет меня дальше вести по этому пути, пусть уже даже как балетного энтузиаста, но это тоже очень приятный путь. Илья Леонидович, вы открыли студию для взрослых в те времена, когда любительские занятия в России были совершенно в новинку. Как пришла к вам эта идея? Вас вдохновил опыт знакомства с европейскими и американскими открытыми уроками, куда могут прийти любые желающие? Артист балета рано или поздно сталкивается с такой ситуацией, когда он понимает, что вот он предел, вершины дальше уже ты не можешь пойти, у тебя физические ограничения, у тебя амплуа, ты в конце концов лысеть начинаешь, вот, а в паричке танцевать очень тяжело, это голова потеет, вот, и он съезжает. Ты как артист чувствуешь, что у тебя предвидится предел, а что ты будешь дальше делать? За много лет до того, как я уже не смог танцевать, я уже начал преподавать. В моем варианте это была Америка, за граница. Нью-Йорк, Steps on Broadway или Элвенелли. У них утром в классе 50-60 человек занимается. И там занимается рядом и с солисткой ABT, и барышников, и бабуля, и дантист, и все, кто только могут. И меня это поразило, конечно. Я думал, Господи, какая интересная культура. Я думаю, как было бы интересно такую же штуку в Москве сделать. А у нас, получается, таких студий никогда не было? Всегда были классы для энтузиастов. У меня есть вырезка в архивах об балетных классах для всех желающих под руководством Чикетти. Петр Антонович Пестов, мой педагог, преподавал в ЗИЛе, у него тоже огромное количество людей было в классах. Асаф Михайлович Мессерер, помимо того, что он преподавал в театре, преподавал в школе, он еще бегал на Мосфильм. И на Мосфильме тоже была огромная студия со станками, и тоже человек 60 стояло. Какие ставятся учебные цели? Существует ли специальная программа, предназначенная для взрослых любителей? Мне надо сделать так, чтобы через 1,5-2 года у человека начало получаться. Я нашел в архивах программу классического танца для хореографических студий советского периода. Эта программа рассчитана на 4 года. Мы сделали ее, поменяли по-своему, по-другому. Внедрили в студию, сделали так, чтобы каждый урок был строго подчинен. Сделали учебный план, календарный. И начали видеть заметные результаты.
То есть студенты начали лучше, быстрее осваивать движение. Мой подход более творческий, и мне нравится создавать не урок, а целый концерт. Я рассказываю не только движение, а стараюсь привнести образ в свой класс. И я думаю, что моим ученикам очень-очень нравится. Зачем люди разных профессий и возрастов ходят на балетные классы? Есть перед глазами и везде-везде образ балерины, которая, естественно, с ровной спиной, с очень грациозной фигурой, которая очень-очень красиво двигается, миловидная. И люди, конечно, тоже хотят быть похожими на балерину, хотя бы слегка соприкоснуться. Затем, когда они приходят в класс, они уже учатся не только держать осанку, а, например, таким вещам, как координация, музыкальность, ритмика. Также здесь идет очень хороший прокач мышечный. Естественно, во время класса они еще и растянутся, но просто 33 удовольствия. Я туда хожу, чтобы получать удовольствие, в первую очередь. Да потому что это одна из самых приятных физических нагрузок, классический танец. Кто попробовал, тот не может отказаться. Поразительно, балет не отпускает. Это то, что заставляет подняться с постели рано утром в любую погоду, там, в снег, в дождь, в град. Я как такой эмоциональный сгусток, который передает вот это супер настроение людям, а дальше эти люди, наполненные, передают еще куда-то. И таким образом, мне кажется, мы как-то улучшаем этот мир. Плюс общение. Я на балете нашла близких друзей. Волею судьбы собрались в зале люди совершенно разных слоев общества, совершенно разных историй, но их объединяет вот этот интерес к классическому танцу. А где в жизни ты еще встретишь такое место, где собрано большое количество людей с одинаковым интересом? Почему вы выбираете именно балет, а не, скажем, фламенко или контемпорари? Фламенко очень прекрасный танец, но это как-то вот оно не мое. Мне интересно это посмотреть, как другие делают, но я не справлюсь с этим. То есть там слишком много темперамента, а я как спокойная нордическая женщина, наверное, просто не вывезу фламенко, мне кажется. Модерн все-таки больше про свободу самовыражения, да, то есть там нет таких жестких технических, как мне кажется, правил. Они, безусловно, присутствуют, но они в более мягкой форме. Я все-таки вот сторонник вот этой академичности. Для меня важна техника, мне нравится отрабатывать технику. Я люблю вот эти вот белые пачки, розовые пачки, шопенки, вот мне это нравится. Как балет влияет на вашу жизнь? Чему он вас учит? Я бы сказала, что это одна из форм самопознания. Поиски совершенствования – это всегда про преодоление себя, всегда стремление к лучшему. То есть каждый раз, приходя в класс, ты понимаешь, что совершенству нет предела. Правда нет. То есть сегодня у тебя получилось па, а завтра нет. Так бывает, это нормально. И, кстати, это тоже замечательный навык, которому меня научил балет с самого детства. То есть ко всему нужно относиться легко. И если у тебя что-то не получилось, это не означает, что не получится в другой раз. Просто нужно чуть больше усилий приложить. Это не про такую жесткую дисциплину, когда ты шаг влево, шаг вправо, расстрел. Нет, это самоорганизация. Я вообще довольно ленивый человек, и я люблю полениться, и как бы в воскресенье утром не всегда хочется идти на класс, ну, прямо скажем, да. Но вот это как раз то ядро внутри меня развитое, которое помогает мне собраться и все-таки прийти. Потом выходишь из зала, и уже вроде как и не было вот этой вот печальки, которая там с утра тебя преследовала, да. Тебе нужно вот быть в моменте и слышать то, что тебе говорят. Мне это помогает немножко привести мой хаотичный мозг творческий, да, к какому-то порядку. Это я по себе знаю, потому что я около 10 или 15 лет не занимался. И вот сейчас уже 2-й год идет, когда я делаю урок, класс, каждый день сам, с утра я просыпаюсь и делаю урок. И я удивлен, как это влияет на мои способности аналитические, на мою память. И я понимаю, что, господи, какой же я дурак, что я 10 лет пропустил, я не занимался. Потому что я мог бы быть еще сообразительнее, я мог бы мыслить еще цепче. Все время должен фокусироваться. Ты порой чувствуешь, как у тебя прям все шевелится. И мне до сих пор приходится делать над собой усилия в координационном смысле, чтобы что-то получилось. То есть балет – это гениальная вещь. Так все-таки балет, он для всех?
Мне кажется, что вообще все женщины должны заниматься балетом. Я когда смотрю в окошко и смотрю на спины и думаю, все к нам, все к нам. Балет для всех, балет для взрослых, балет для энтузиастов, для всех желающих. Я считаю, что одна из лучших штук. Абсолютно любой человек может почувствовать это волшебство от музыки и движения тела. Это очень многим интересно, но не каждый решается прийти. Приходите. Если вам захочется продолжить балетное путешествие со мной, помимо видео на канале, обратите внимание на подкаст о невероятной женщине, которая за несколько десятилетий, буквально с нуля, сотворила английский балет, сделала его уникальным и узнаваемым. Аналогов этому выпуску, насколько мне известно, не найти ни на русском, ни на английском языках. Это еще один отличный способ поддержки. Для вас интересный материал, для меня небольшое вознаграждение, которое можно будет вложить в создание следующего видео. Ссылка на Boosty в описании.